Я не потороплюсь с прогнозами, но для чеченцев прогноз благоприятный. Благоприятный. Для России неблагоприятный. 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 Ахрам Мусаевич, вы рассказывали о духовности. Скажите, вы с детства были верующим человеком? Да, сколько я себя помню, я всегда был очень глубоко верующий. Глубоко верующий. И считаю, что абсурдно не верить в своего Творца, который тебе дает жизнь и который отнимает не по твоей воле. Не верить в эти силы – это просто быть животным. И самого себя заставить только поступать по своему образу и подобию и по своему собственному желанию и прихоти. Убрать сдерживающий фактор духовности, морали, нравственности. Поступать сиюминутной прихотью, похотью, желаниями, не считаясь ни с окружающим, ни с законами природы, ни с законами Всевышнего. Я был глубоко верующий, остаюсь глубоко верующим и убедительно встают картины, при которых я сам ощущаю их, я сам вижу, что есть силы, огромные силы Всевышнего, которые нам не подвластны. Я их реально сам вижу, ощущаю, поэтому не верить этим – это значит заниматься просто самообманом. А вообще не верить в силы Всевышнего, своего Творца, по меньшей мере, просто глупо. Просто глупо. Сейчас уже доходит до абсурда. Значит, некоторые ученые, садясь на экран телевидения, уже начинают делать заявки, что человек – это Бог на земле, потому что он Творец. Все это смешно. Я вызывал своих членов Академии на дискуссию. Давайте вы со своей командой ученых и я с группой своей команды подискутируем о философии жизни, о законах природы, законах Всевышнего и выясним наши отношения. Мы готовились, они приняли вызов, но, правда, с опаской готовились, и если бы не эта война, то такая дискуссия, наверное, бы состоялась. Я подготовлен со своей командой и вызываю любую команду земного шара для дискуссии и обсуждения этой проблемы. И убежден, что мы ее выиграем. Вот где теперь следы татаро-монгольского? Где Монголия? Что она представляет? Тамерлановская саранча. Византийская империя. Где она была и куда она исчезла? Османская империя. Где она была и куда она исчезла? Также должна исчезнуть и Российская империя. Но самая человеконенавистная идеология впиталась в русизме. Она уже позднего периода впитала в себе весь опыт прежних, приобрела вон какое оружие опасное. Она пользуется сейчас этим вооружением и представляет, вот у Дудаева там, сегодня по телевидению какой-то там диктор, дудаевцы применили орудие 120-миллиметровое, запрещенное Венской конвенцией. Ох ты, боже мой. Кощунство, цинизм и блеф. А то, что применяет Россия, значит, это все разрешено Венской конвенцией, Всевышним. Русским дано право убивать детей,
сносить села с лица земли только потому, что эти же чеченцы воевали в борьбе с фашизмом. Только эти же чеченцы больше всех из всех советских народов вложили вклад в становление этой армии. Депортированные, резервированные, лишенные права человеческого, права на жизнь за всю эту советскую власть, пахали как буйволы, впрягшись в эту упряжку. И вот теперь подарок им от этих же вооруженных сил и от их вооружений, от этого русизма. Так что Россия сегодня это Карфаген, который должен быть разрушен. Или он должен стать демократически правовым государством, пусть не демократией там и не пахнет, по крайней мере, соблюдающие законы и право. Или это государство должно исчезнуть с карты истории. Средины нет. Михаил Мусаевич, вы можете сказать что-то о количестве убитых российской армии? Не могу сказать, потому что мне нисколько не доставляет ни удовольствия, ни радости от того, что эти цифры убитых, зарытых, причем зарытых. Что самое страшное, что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно. Зарывают ямы сотнями, трупы гниют, едят собаки, едят кошки на обозрение всего мира. И демонстрирует, вот где мы какие беспощадные и к своим, и к чужим. Что с нас спрашивают? Не делает нам чести ни эти цифры, и дай Всевышний, чтобы их было как можно меньше. Пусть они будут те, которые называют в России, пусть этим хоть успокоит свою совесть. Пусть хоть этим тешит себя, что их мало, и чем меньше они называют, тем больше я радуюсь. Пусть будет меньше. Михаил Мусаевич, может ли что-то резко измениться в политике России в отношении Чечни? Ведь неожиданность всегда были характерны чертой политики российской. Непредсказуемость, а не неожиданность. Непредсказуемость. Чтобы изменить отношение России к Чечне, это надо изменить всю Россию. Это не спонтанное явление. Ведь посмотрите, как готовили этот план. Уж я-то хорошо знаю, чтобы в военном отношении к Генеральному штабу во взаимодействии с всеми ветвями власти, от Думы, Совета Федерации, исполнительной власти, правоохранительных органов, спецслужб до вооруженных сил, спланировать такую громадину до мельчайших подробностей, на это нужны годы. И они планировались годами. Чечня – это только фактор, а далее Кавказ, а далее Балтика, далее Средняя Азия. Планировалось здесь что? Аджария, Абхазия, Нагорный Карабах, Лезгинистан, вычлененный из Дагестана и Азербайджана, Южная Осетия должны быть полностью под юрисдикцией с присутствием российских войск на Кавказе. Далее побережье Каспийского моря, включая Лезгинистан по периметру до иранской границы, все рабочие, потерявшие смысл и работу на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири, должны были заселить сюда, изменить демографическую ситуацию, вытеснить дагестанцев с побережья и остальных с побережья Каспийского моря в горы. А далее, посмотрите, мы демонстрировали карту, спланированную в Генеральном штабе. Границы между Чечней и Дагестаном нет, включая Хунзах и Черкей, и Черкейскую ГЭС. Должны были быть уничтожены только авиационными ударами с воздуха.
И Черкесская ГЭС тоже, где затапливалась огромная площадь внизу, уничтожался весь потенциал, как производственный, так и природный, и оставить кавказцев, по сути дела, без Кавказа. Таков был план. А далее Крым. Заканчивалась кампания в Чечне. Все эти войска должны были перейти в Крым. В Литве и Белоруссии коридор в Калининградскую область, оккупированный российскими войсками, которых девать некуда. Идите туда, завоевывайте, и там ешьте, грабьте, насилуйте, убивайте, мародерствуйте и тем проживайте. В Латвии 2 военно-морские базы и 7 наземных военных баз на территории Латвии, оккупированные и никуда не денешься. В Эстонии Нарвский район должен был отхвачен и оккупирован. В Средней Азии Казахстан и Киргизстан должны быть введены в состав уже новой России, как колонии. С остальными вести войну силами Казахстана, Средней Азии друг с другом. Вот примерно планы до конца 1995 года, которые были в России. Планы. Конечно, планы в России были и аппетиты широкие, и раньше, но осеклись на Афганистане. Знаете, как в анекдоте муравей перевязанный идет, а кумарик спрашивает: что с тобой, Мурик, дорогой? Что случилось? Да, было дело. Хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался. Вот так нарвались на Афганистан, и аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологи и политики, и заигрывать с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. Афганистан, а потом и другие трудности, а потом еще теперь Ичкерия. Ичкерия поубавила немножко аппетиты, но не приостановила. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе военном, не только военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Сколько можно. Россия, по сути дела, рекетер. Вот она угрозами, танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рэкет, обыкновенный рэкет. Ну, Верховный Совет, зачем надо было ради этих планов разваливать такую мощную армию? Значит, эта армия была единственным сдерживающим фактором авантюристов от политики. Преступную группировку нынешних политического руководства, прорвавшейся к власти. Эта армия могла поставить в любое время в строй любую политическую группировку. А теперь, когда этого фактора нет, их задача была сломать эту армию советскую, сделать свою, угодную для нынешнего режима, и делать то, что она сегодня делает.
и с этой армией, и со своими необузданными аппетитами. И в надежде, что реалистическое устрашение бывшего Советского Союза, его военной мощи сработает и дальше. Не сработает. Для того, чтобы такая машина сработала, надо иметь идею, государство легитимное, идеологию, политику внутреннюю, внешнюю, признаваемую, мотивы, стимул. Вот тогда сработает, а сейчас не сработает. Никакие угрозы с пеной у рта, кровавой пеной российского нынешнего режима и будущих режимов, ничего не изменится. Кого бы там ни меняли, суть еще не скоро не изменится в России. Вон она, Дума, первый провокатор вот этой ситуации бойни. Какие решения принимает? Провоцирующие, наталкивающие. Вот вы давайте исполнительную власть. Правовую базу дают. Посмотрите решения. Вот у меня материалы там документально лежат. За подписью Рыбкина, его заместителя Митюкова и так далее. О, как Совет Федерации. Тоже провоцирует. Провокаторы. А что исполнительная власть? Укрепляться? А для этого свои структуры. Он аппарат президента. Есть же у вас информация, насколько он увеличился. А сейчас некоторые, прихлебатели при этом котле делают вид, вот те, давайте смиримся с нынешним положением, ибо будет гражданская война. Эти стукачи и сексоты платные создают фон реалистической угрозы режима, если что-то там тронуть сейчас, потому что они окрепли. Иначе эта сила сейчас поведет их, на бойню. Вот. Нужно согласие россиян, соглашаться с нынешним положением и так далее. И реалистическим устрашением уже внутренней ситуации создают фон, нужный для нынешнего режима. А эти ощетинились и пошли дальше. Ага, нас боятся. Мы окрепнем еще дальше, создадим свои структуры под каждого. Клан политический же, свои силовые структуры, и пойдем стенка на стенку. И народ пугать, если вы нас будете трогать, то мы пойдем друг на друга, а чубы будут у вас лететь. И все сидят, давай. Я вам скажу, что советская армия при всей агрессивной политике высшего политического руководства и ее замыслах, при всем его тоталитаризме, советская армия, как ни одна армия, была идеологически, духовно, можно сказать, даже морально, если не духовно, то морально, одна из самых жизнеспособных составляющих Советского Союза в любом отношении, воспитанных в духе, не негативном духе, а действительно впитавший в себя действительно идеологию защитника народов и Отечества, не вмешиваясь в внутренние дела, но и не позволявшие над собой и над народами, где бы это ни происходило в Советском Союзе, никакое насилие. Я ж по себе знаю. И в той же Эстонии, и в той же Прибалтике, и в той же Сибири, и где бы ни служил, для меня и для моих подчиненных, и для целой армии граждан не смей узурпировать, не смей насиловать, не смей совершать какое-то насилие. А сейчас армия превратилась в основной фактор насилия. Основной фактор насилия. Буквально считанные месяцы и год-два превратили эту армию буквально в каратели. Карательные. Вон они, моряки. Кичатся тем, что они совершали карательные. И средства массовой информации это выдают чуть ли не за подвиг.
убивают мирных жителей, мирных, ничем не защищенных. Ничем не защищенных. Приходят, убивают, причем как? С расстояния недосягаемого, с воздуха и с артиллерийским огнем сносят с лица земли, потом приходят в этот населенный пункт или город и начинают насиловать и мародерствовать. Вывозят все, вплоть до грязного женского белья. Этим занимаются генералы. И чтобы я когда-нибудь мог себе представить, чтобы советский генерал, я уж не говорю о был запачкан в грязном белье чужом, в мародерстве, я себе такое и в мыслях не мог представить. А сейчас это прям рядовое явление, это болезнь.